Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие очаровательные косыночки крючком. Я связала уже несколько штук, готовлюсь к ярмарке, и такие косыночки хорошо расходятся, продаются. И мне нужно навязать еще несколько косынок. Вязать их очень быстро. Буквально вот эти 3 косынки я связала, за полдня, наверное. Так, давайте рассмотрим поближе, что они себе представляют. Вот такие треугольнички с тесемочками для завязок. Размер, конечно же, зависит от выбранных ниток. Давайте я для ориентира скажу, какого размера мои косыночки. Вы можете вязать на свой размер. Так, по длине от уголочка, не считая завязок, до уголочка 42 сантиметра. Так, высоту треугольничка измерим. 17. Это так, ориентировочно. 27, не очень точные размеры. Вот такая небольшая косыночка. Она подходит как взрослому, так и ребенку. Вот это вязалось с других ниток. Просто для сравнения сейчас также измерим. 42. Так, 19 сантиметров. Вот эту кремового цвета я вязала из ниточек поплотнее, но здесь и на 2 ряда меньше у меня. 18 сантиметров. Примерно одинаково я старалась делать размеры. Вязать ее очень просто, справится даже начинающий вязальщик. Схема популярная, можно легко найти ее в интернете. Я позже прикреплю ее на экране. Начинаем вязать от центра, вот нижняя сторона от центра, и поворотными рядами идем на увеличение. Раппорт состоит из 2 рядов. Рисунок легко запоминается, тем более я столько штук уже их связала, уже можно вязать с закрытыми глазами. И с каждым рядом все больше и больше у нас длиннее ряды становятся. Это как и салфетки вяжем, так и косыночка. Можно сделать какую-то красивую обвязку и по длинному краю, вот по этой стороне. Я делаю такие косыночки минималистичными, просто обвязываю край столбиком без накида. И завязочки. Вот у меня просто цепочка из воздушных петель и столбики, полустолбики. Здесь соединительные я сделала потоньше. Здесь также полустолбики, но за счет того, что нитка поплотнее, вот завязочка получилась пошире. Так, давайте про нитки сразу скажу, какую из каких ниток вязала. Вот это молочного цвета у меня связано из ниток Ирис Макс, семеновская пряжа. Метраж такой пряжи в 100 граммах 525 метров. Очень приятная нитка с блеском. И косыночка получается такая мягенькая, воздушная. Так. Далее. Белая косыночка у меня связана из ниток Коко от Вита Катон. 100% мерсеризованный хлопок в 50 граммах 240 метров. То есть в 100 граммах 480, но немножечко потолще эта нитка. И косыночка получилась поплотнее. Также имеет право на существование, но размеры у них чуть-чуть отличаются, да одинаковые. Может быть чуть-чуть поменьше из ириса. Так, а вот эта кремовая, очень приятный такой пудровый цвет. Нитка еще плотнее. Вязала из этой пряжи остаточки. Просто хочу показать этикетку на другой пряже. Это другой цвет, также розовый. Я буду вязать и таким цветом косыночки. Это кабле от семеновской пряжи, летняя серия, в 100 граммах 430 метров. Если в Коко получается 480, да, эта нитка еще толще. И у меня чтобы получился такой размер, я сделала на 2 ряда меньше.
вот эти косыночки по 16 рядов. Но вязать их очень быстро. Буквально, ну не знаю, сколько минут я, конечно, не засекала, но, наверное, за час-полтора можно связать такую косынку. Это будет хорошим подарком и себе, и родным, близким, каким-то племянницам, дочерям. Ну, я думаю, найдете, куда пристроить такую косыночку, кому подарить, и это будет хорошим подарком. Я думаю, будут рады, кому вы подарите такую летнюю, вот, можно и на пляж, и в огород, и по дому в хозяйстве. Ну, прелесть. Так, и почти под каждым видео спрашивает, сколько пряжи требуется. Вот давайте вместе взвесим. Вот мне нравятся ирисы, они совсем не мнутся. Вот 16 грамм. Это вот утилизировать остатки пряжи. Вот нитка поплотнее, 19 грамм. Вот это 20 или больше, сейчас посмотрим, даже интересно. Вот тоже 19 грамм. Так что 20 грамм вполне достаточно на такие косыночки. Так, крючок я использовала, самое главное не сказала, 1,95 миллиметра. И сегодня я буду вязать косынку для коллекции. Вот такой цвет полынь. Мне очень нравится этот цвет. Мне кажется, он прям востребованный. Вот 50 грамм, 2 косынки точно получится. Это Альпина. Пряжа для ручного вязания Холли. В 50 граммах 200 метров. Стопроцентный мерсеризованный хлопок. Все косыночки это стопроцентный хлопок. Вот 400 метров, получается, что эта нитка даже потолще, чем кабле. Но на ощупь я смотрю, она, мне кажется, кабле толще, чем вот Альпина. Нет, должна быть мягенькая такая косыночка, очень приятная. Вот буду из нее вязать, прям не задумываясь. Очень мне она нравится. Шелковистая, она на вид как ирис. Также с блеском. Ну, все, буду сейчас вязать вот из этой пряжи. Так, ну с нитками мы определились. Давайте приступим к работе. Так, сейчас я размотаю, найду тут хвостик. Итак, делаем начальную петлю. Набираем 4 воздушные, крючок 1,95 миллиметров, так же как я вязала остальные косыночки. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. Еще 2 воздушные петли, это арка. 2 накида. И в первую, в начальную воздушную петлю провязываем столбик с 2 накидами. Это у нас первый ряд. Сейчас камеру опущу пониже чуть-чуть. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И в первую воздушную петлю, в начальную, также провязываем столбик с 2 накидами. Две воздушные арка. 1, 2, 2 накида, и в ту же петлю провязываем еще один столбик с 2 накидами, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, сделали 2 накида, в ту же петлю провязываем еще один столбик с накидом. Да, нитки очень похожи на ирис, вот по ощущениям. И последний раз 2 воздушные, 2 накида и вяжем 5-й столбик с 2 накидами сюда же, в эту петлю.
Сейчас покажу, что у меня получилось. Вот такой цветочек. Этот хвостик мы обвяжем, когда будем делать обвязку по длинной стороне. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд, 4 воздушные петли, а вот эти петли, столбики начальные, вяжем не туго, не затягиваем. 2, 3, 4. Выполнили начальный столбик с 2 накидами. Еще 2 воздушные петли, 1, 2. Каждый ряд у нас будет начинаться с 6 воздушных, 4 столбик и 2 арка. Разворачиваем. Будем вязать по круглой стороне. Вот эта ниточка у нас внизу. Сделали 2 накида. Пропускаем первую арку из 2 воздушных и в следующую арку из 4 воздушных провязываем 7 столбиков с 2 накидами. Первый, 2 накида, сдвигаем ближе к правому уголочку. Второй столбик с 2 накидами. Сюда же в эту арку 3 столбик, 4, 5, 6, 2 накида и последний 7 столбик в эту же арку. Вот такой веер из 7 столбиков провязали. Далее 2 воздушные петли, арочка, 1, 2, 2 накида, все столбики у нас с 2 накидами. И в следующую арку вставляем крючок под арку, провязываем столбик с 2 накидами. Две воздушные, сделали 2 накида. В следующую арку из 4 петель также провязываем 7 столбиков с 2 накидами, такой же веер. Вяжем ровненько, не с пихом. Это прям отдых, такие косыночки вязать. Тут думать ничего не надо. Организм отдыхает и расслабляется. 5 столбик, 6 столбик и 7. Вот, 7 столбиков провязали. Далее 2 воздушные петли. Так, моточек не очень хорошо разматывается. 2 накида. Пропускаем столбик после арки. И вот у нас начальный столбик. В его вершину, в 4 воздушную петлю. Здесь мы арочку из 2 воздушных пропускаем. Вот сюда в уголочек вставляем крючок под 2 ниточки, чтобы у нас 2 нитки были вверху крючка и 1 ниточка внизу, чтобы не было вытянутых петель. Провязываем столбик с 2 накидами, но его сильно не затягиваем, не туго, посвободнее, чтобы вот этот передний край у нас был самый длинный, который на треугольнике, не стянутый. Вот так. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й ряд. 4 воздушные петли, начальный столбик с 2 накидами. Еще 2 воздушные петли, арка. Разворачиваем. 2 накида. И в первую арку, вот перед веером, провязываем столбик с 2 накидами. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. 2 накида и сюда же в эту арку провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. Вот так. Давайте вот эту фигуру из 2 столбиков с 2 накидами и между ними арка из 4 воздушных будем называть галочка из 2 столбиков. Далее 2 воздушные петли, 2 накида. Переходим к вееру. Первые 2 столбика мы пропускаем, а в следующие 3 столбика провязываем по столбику с 2 накидами. Первый, 2 накида в следующий столбик, второй столбик с 2 накидами,
2 накида и третий столбик в следующий столбик. Вот группа из 3 столбиков у нас. Далее 2 воздушные, сделали 2 накида, переходим к одиночному столбику, который у нас идет по центру косыночки, и в него провязываем первую галочку, то есть столбик с 2 накидами, 4 воздушные петли, 2 накида, второй столбик, сюда же в этот столбик. Так, вот галочка готова. Теперь 2 воздушные петли, это центральная арка, и сюда же в этот столбик, куда мы провязали галочку, делаем еще одну такую галочку, то есть вяжем третий столбик с 2 накидами сюда же, 4 воздушные и второй на галочке сюда же в этот столбик. Итого 4 столбика в один столбик у нас провязано. 2 воздушные, 2 накида, переходим к группе из 7 столбиков, 1, 2 пропускаем, в 3, 4 и 5 вяжем по столбику с 2 накидами. Так, третий. Снова 2 воздушные. Все арки между элементами у нас из 2 воздушных. 4 воздушные у нас только на галочках, которые мы сейчас с вами будем вязать. Вот, пропускаем 6, 7 столбик, и вот у нас арка из 2 воздушных. Вот под эту арку мы провязываем первый столбик, делаем галочку с 2 накидами, провязали, 4 воздушные, 2 накида, и сюда же под эту арку провязываем второй столбик с 2 накидами. Вот галочка готова. 2 воздушные арка, 2 накида, и в 4 петлю в вершину начального столбика столбик с 2 накидами, 2 ниточки вверху, 1 ниточка внизу под крючком. Вот так. Вот третий ряд у нас готов. Вяжем 4 ряд, 4 воздушные и еще 2 воздушные для арки. Разворачиваем, сделали 2 накида. Уже раппорт у нас повторяется. Первую арку из 2 воздушных мы пропускаем, и в следующую из 4 воздушных вяжем веер из 7 столбиков с 2 накидами. Мы этот ряд довяжем и еще один ряд вместе свяжем, и далее будем вязать самостоятельно. Четыре, 5, 6, 7. 2 воздушные, сделали 2 накида, переходим к тройке столбиков, 1 пропускаем и в средний вяжем столбик с 2 накидами, 2 воздушные, пропускаем арку из 2 петель, и в следующую арку из 4 воздушных вяжем 7 столбиков веер. Все столбики с 2 накидами, 2. За счет того, что столбики высокие, косыночка вяжется быстро. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6 и последний 7.
2 воздушные. Так. И в центральную арку из 2 петель провязываем центральный столбик с 2 накидами. 2 воздушные. Давайте вот эту сторону провяжем симметрично. В следующую арку вяжем 7 столбиков, 2 воздушные, в средний столбик на тройке 1 столбик, 2 воздушные, 7. И в конце ряда встретимся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последний веер из 7 столбиков, 2 воздушные петли, 2 накида, и в 4-ю петлю столбик с 2 накидами в вершину начального столбика. Так, 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, разворачиваем, 2 накида, и в первую арку из 2 воздушных перед веером провязываем галочку. Первый столбик с 2 накидами, 4 воздушные, второй столбик с 2 накидами сюда же, в эту арку. Так, 2 воздушные, 2 накида, пропускаем на семерке 1, 2, в следующие 3 по столбику. 1, 2, 3. 2 воздушные. Далее сделали 2 накида. Вот у нас одиночный столбик. В его вершину провязываем галочку. Первый столбик с 2 накидами, 4 воздушные, 2 накида, и сюда же в этот столбик в вершину. Второй столбик с 2 накидами, 2 воздушные. Переходим к вееру, 1, 2 пропускаем, в следующие 3 по столбику с 2 накидами. Две воздушные. Так, подходим к центру, и здесь нам нужно провязать 4 столбика, то есть 2 галочки. Между этими галочками у нас арка из 2 воздушных. Итак, делаем первую галочку в вершину одиночного центрального столбика, 4 воздушные, второй столбик с 2 накидами. Вот первая галочка готова. Теперь 2 воздушные петли, и сюда же вяжем вторую галочку. 4 воздушные. Вот так. Итого 4 столбика с 2 накидами у нас в вершину одного столбика. 2 воздушные. Все, вяжем симметрично. 3 столбика, 2 воздушные, галочка, 2 воздушные, 3 столбика, 2 воздушные, и встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали 3 столбика, 2 воздушные, и в последнюю арку делаем галочку. Две воздушные и кромочный столбик с 2 накидами в 4-ю воздушную петлю подъема. Столбик этот не затягиваем. Так, 5-й ряд у нас готов. Далее 6-й ряд у нас повторяет 4-й ряд, 7-й ряд повторяет 5-й ряд. Давайте начнем вместе. 6-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем и вяжем веер из 7 столбиков в арку из 4 воздушных петель, в арку на галочке, которая.
5, 6, 7, 2 воздушные. Далее столбик в средний столбик идет. Все, тут далее по рисунку вяжем. Я сейчас прикреплю на экране схему, по которой мы с вами выполняем эту работу. Так, вяжем до нужного размера. Но нужно учесть, что у нас еще будет ряд обвязка. Просто вот такие столбики с двумя накидами. И заканчиваем вязать нечетным рядом. То есть ряд, в котором у нас галочки и вот по 3 столбика. Вот этим рядом закончим и вместе обвяжем нашу косыночку. Вот. На этой косынке у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов провязываем самостоятельно, а 16 ряд обвязка сделаем с вами ее вместе. Все, вяжем до нужного размера. Вот здесь у меня вот кремовый, пудровый на 2 ряда меньше. Ну, это смотрите на свою плотность вязания и пряжу, которую вы выбрали для этого изделия. Все, вяжем и встречаемся. Ну вот, я провязала 15 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И как ни странно, эта косыночка у меня получилась больше всего, больше остальных. Вот. Она еще немножечко растянется. Вот эта самая большая у меня, а это еще больше. После стирки она еще подтянется немножечко. Но нитка очень приятная, такая мягенькая получается. Очень уютная косыночка получится. Я себе ее, наверное, оставлю. Так, далее нам нужно с вами будет обвязать край. Вот сделать вот такую кайму. Также ее очень просто вязать. Так, вот эта сторона, с которой мы вязали веерочки, это у нас будет лицевая сторона. Мы сейчас закончили вязать вот нечетный ряд. Здесь у нас вот по 3 столбика и галочки в этом ряду. Так, и делаем обвязку. Так, ниточка, вот она. Так, вот развернули на лицевую сторону. Воздушная петля подъема, она нам заменяет начальный столбик без накида. Далее делаем 2 накида и в арку из 4 воздушных, первую арочку мы пропустили, провязываем. Так, ну давайте сколько тут сделаем? Ну пусть 9 столбиков с 2 накидами в арку, которая у нас на галочке. Вяжем 9 столбиков с 2 накидами. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9 столбик. Так, под камерой не очень удобно вязать, ниточка иногда соскальзывает с крючка. Все, провязали веер из 9 столбиков. Это у нас на первом веере. Так, переходим к группе из 3 столбиков. Средний столбик без накида, 2 накида, пропускаем арку из 2 воздушных и в следующую арку на галочке вяжем 11 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую косыночку я буду вязать, наверное, из Анны 16, вот такого кремового цвета. Крем-брюле я его называю. Так, 7,
8, 9, 10, 11. Так, 11. Все, разбежалось. Провязали 11 столбиков. Переходим к группе вот из 3 столбиков и в средний вяжем столбик без накида. Вот так. Так, вяжем в каждую арку на галочке по 11 столбиков. В последнюю, вот перед разворотом, галочку провяжем 7 столбиков. Давайте сделаем вот эти 7 столбиков и встретимся вот здесь, оформим макушечку вместе. И в каждый средний столбик вот на группе из 3 провязываем по столбику без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся на уголочке вот здесь. Итак, в последнюю галочку по этой стороне я провязала 7 столбиков с 2 накидами. Далее делаем 2 накида. Теперь не в арку, а в следующий столбик. Вот он, второй на галочке. В вершину столбика вяжем столбик с 2 накидами. В среднюю арку из 2 воздушных 5 столбиков с 2 накидами. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь столбик с 2 накидами в столбик. В следующую арку на галочке 7 столбиков. Столбик без накида в средний столбик на группе из 3. И симметрично первому краю также в каждую арку на галочках провязываем по 11 столбиков с 2 накидами. А в последнюю галочку не забываем, что у нас 9 столбиков, на 2 столбика меньше. Давайте довяжем этот край вот до уголочка, 9 столбиков свяжем и встретимся. Итак, провязали последние 9 столбиков. И теперь делаем столбик без накида в 4-ю воздушную петлю подъема. Вот так оттянули. Так. Все эти 2 края мы с вами обвязали. Нам осталось сделать аккуратненьким самым длинный вот срез. Здесь все очень просто. Под каждый столбик, под начальный и конечный, провязываем по 5 столбиков без накида. Просто делаем аккуратную обвязочку. 4, 5. Вот. Провязали 5 столбиков. Переходим к следующей арке. Также вяжем 5 столбиков без накида. Можно по-другому как-то обвязать, сделать и пико на каждой вот арочке. Можно капельки. Мне больше нравится, когда здесь такой тоненький краешек. 3, 4, 5. Так вяжем до противоположного уголочка, а когда мы подойдем к центру, вот эту ниточку нам нужно просто обвязать. Вот. Также столбиками вот так прокладываем вдоль края и обвязываем вместе с арочками. Все, давайте дойдем до этого уголочка и встретимся. Итак, обвязали длинный край. Вот что получается. Аккуратненько все. Провязали 5 столбиков без накида в последнюю арочку. И теперь соединяем. Или давайте столбик без накида вот под воздушную петлю подъема, под начальный столбик без накида. Вот, наша сама косыночка уже готова. Нам осталось сделать завязки. Набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем не туго, чтобы потом можно было провязать, обвязать ее столбиками. Набираем цепочку до нужной длины. Какая вам завязочка нужна? Я набираю 80 воздушных петель.
Давайте наберем эту цепочку самостоятельно и встретимся. Итак, цепочка готова. И сейчас нам нужно в каждую воздушную петлю провязать по столбику. Если вы хотите сделать тоненькую завязочку, можно провязывать соединительными столбиками. Тогда получится вот такой круглый шнурочек. Если хотите чуть пошире, можно столбиками без накида. Я буду в каждую воздушную петлю провязывать по столбику, полустолбику с накидом. Мне нравятся такие широкие завязочки. Вот, это полустолбики с накидом. Давайте вместе начнем. Сделали накид и в третью петлю от крючка вот вставляем воздушную петлю, вытянули 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой полустолбик с накидом. Накид в следующую петлю. Ой, какие ниточки мягенькие, как приятно их вязать. Закрываем. Накид в следующую. Провязали полустолбик. Вот так аккуратненько, не спеша, доходим до косыночки вот сюда и встречаемся, обвязываем тесемочку. Ну вот, завязочка готова. Посмотрите, какая аккуратненькая, ровненькая. Подошли к уголочку, и нам нужно теперь сделать соединительный столбик. Вот у нас группа из 9, вершину первого столбика с 2 накидами делаем соединительную петлю. Все, делаем закрепку. Ниточку можно отрезать. Потом спрячем хвостик аккуратненько. Возьмем крючок потоньше и вправим сюда. Так, и теперь с другого края нам надо также сделать завязочку. Здесь наоборот мы нитку присоединяем вот к 9 столбику с 2 накидами. Вот так вытянули ниточку, хвостик перекидываем, затянули, и также набираем цепочку из 80 воздушных петель, разворачиваемся, обвязываем ее столбиками. Я обвязывала полустолбиками, и в конце делаем соединительную петлю вот в первый столбик без накида. Давайте сделаем вторую завязочку самостоятельно и встретимся. Итак, я сделала и вторую завязочку. Косыночка в принципе готова, осталось только ее постирать и отпарить. Я просто ее сейчас постираю, разложу ровненько на столе, придам ей красивую форму. Вот так можно еще растянуть все, чтобы столбики стали на свои места. Вот такая косыночка у нас с вами получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек, и до новых встреч!